Farfetch Frontier, одна из самых ожидаемых стратегий года, наконец обзавелась датой релиза. В предыдущем видео я рассказывал о масштабности и тонких механиках игры. Сейчас, когда некоторым популярным блогерам выдали полные версии игры, можно рассказать о ней поподробнее. Всем привет! Вы на канале SalsGamer опять, чтобы узнать, во что поиграть. Погнали строить! Farfetch Frontier — это масштабная песочница и градостроительная стратегия. Разрабатывает ее Create Entertainment, она же является издателем. Первое, чем поражает Farfetch Frontier, это визуалом. Трейлеры выглядели очень красиво. Можно наблюдать, как строятся дома, любоваться, как жители ходят на работу, рубят деревья и ловят рыбу в озере. Все это выполнено с доскональной проработкой деталей. Иногда кажется, что у работающих жителей видно даже складки одежды. Зимой это непередаваемое по красоте зрелище. Картинку трудно комментировать, ее нужно увидеть. О самом игровом процессе. Кто играл в игру типа Banished, все будет знакомо. Игровые механики словно скопированы оттуда. Мне Banished запомнилась, потому что была первой крупной игрой подобного жанра для меня. А какая ваша любимая игра из градостроев? Напишите в комментариях. Мы начнем играть с того, что построим центр поселения, вокруг которого начнем строить сам город. Поначалу пищи будет не хватать. Ваши поселенцы будут заниматься собирательством, собирать ягоды, орехи, грибы и лечебные травы, ловить и коптить рыбу. Чем разнообразнее рацион, тем больше бонусов счастья приносит пища. От счастья населения в игре будет зависеть очень многое. Если люди несчастные, то они будут хуже работать и даже устраивать беспорядки и поджоги в поселении. Счастье народное будет зависеть здесь от многих факторов. Здоровье, роскошь, семья, пища, веселье, количество пива, безопасность и чистота. Разработчики попытались придать каждому жителю индивидуальность тем, что каждый житель будет в чем-то нуждаться больше, а в чем-то меньше. Кто-то будет топить за медицину, кто-то очень любит веселиться, а кто-то не дурак выпить в компании друзей. Вам предстоит поддерживать все эти потребности удовлетворенными, но для начала нужно заготовить дрова, нарубить щепы для коптилен и построить первые дома. Сезоны быстро будут сменять друг друга. На 1 год игрового времени уходит 5-10 минут реального времени, в зависимости от скорости, с которой вы играете. На первых порах к вам будут активно наведываться за добычей волки и медведи. По этой причине в начале карту нужно исследовать осторожно. Каждый потерянный житель на ранних этапах игры на вес золота. Убитых придется хранить на кладбище, а иначе трупы станут разносчиками болезней. Когда нет лекаря в городе, это станет катастрофой. Поэтому растущей деревне необходимы охотники. Они будут не только убивать опасных хищников, но и добывать мясо и шкуры. Шкуры позже пойдут на пошив зимней одежды, а мясо будем коптить и готовить. Как только все более-менее наладится, в поселении появятся первые дети. Поначалу они будут без образования и смогут выполнять лишь простую работу. Главное соблюдать баланс и следить за запасами еды, а то если жители начнут голодать, болезни тут же появятся, а дети будут им особо подвержены. Со временем у вас поселенцы засадят поля, и угроза голода отступит. Появится кузнец, который будет изготавливать орудия труда. Поначалу люди будут таскать грузы в корзинах, потом пересядут на лошадей, и понемногу из мелкой деревушки появится огромный город со своей внутренней логистикой. Управлять всем этим поможет удобное меню. Здесь вы сможете распределять людей по профессиям, посмотреть подробный отчет по счастью жителей, чего им не хватает, посмотреть, что необходимо для улучшения уровня медицины. Каждое здание можно будет улучшать с помощью ресурсов. При этом либо увеличится производство, либо здание начнет производить новый и дорогой товар, для производства которого игрок должен будет создавать новые логистические цепочки. Дороги можно расширять и укреплять, а в домах увеличится вместительность и у жителей появится потребность в роскоши. Потребность в роскоши и еде будет не только у ваших жителей, а еще и у местных бандитов. Как только вы немного освоитесь,
на город начнут совершать постоянные набеги. Для безопасности придется строить смотровые вышки и содержать армию. Это добавляет игре напряженность. Для любителей градостроительных стратегий это настоящая находка. Вы будете создавать свои цепочки производства, строить сеть складов и систему доставки ресурсов. У игрока будет возможность тонко настраивать распределение ресурсов. Куда отправить бревна, наколку дров для обогрева и создание щепы для коптилен, или нужны бревна для изготовления досок. Железо необходимо для изготовления инструментов, или же отправить его в плавильню для создания роскоши. Здесь присутствует настолько глубокий микроменеджмент, что игроку придется создавать стрелы для луков-охотников. О местном менеджменте я могу говорить бесконечно. Визуальная картинка для стратегии «Мое почтение». И все это сопровождается очень красивым саундтреком. Игра по всем параметрам метит стратегии года. Игра выйдет в ранний доступ 9 августа на ПК в Steam. Я обвел эту дату в календаре. Приходите со мной поиграть в нее на стрим 9 августа. Ссылка моей страницы на Good Game в описании. Русский язык обещают, хотя страница игры в Steam не переведена на русский язык. Это все, что хотелось рассказать об игре на данный момент. Всем спасибо за внимание. Держите четверговую пятюню. Напоминаю вам, ролики выходят в среду, четверг и пятницу в 4 часа по Москве. Буду рад видеть вас в моем вайбере и на моих стримах, где я прохожу игры с канала и не только. Не забудьте поставить ролику лайк и подписаться на канал, чтобы всегда знать, во что поиграть. Черканите в комментариях что-нибудь сельскохозяйственное. Пока-пока и не бомби по пустякам.